Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, июль 2024 года, события на пороге, 3 главных события. Давайте узнаем, какова энергетика этого месяца, каковы события на пороге, и пусть нам карты Таро немножко приоткроют завесу тайн. Позже я составлю планетарный гороскоп и опубликую его на своем сайте. Я всегда оставляю ссылку в сообществе, поэтому следите за публикациями в сообществе, когда будет это готова статья. Или я также публикую на своей странице в Facebook. Вы можете перейти на мой сайт, и в описании под каждым видео я оставляю ссылку, опять же, на сайт. Из главной страницы вы можете выбрать статью, та, которая присутствует на самой странице, или перейти в меню и выбрать то, что вам по душе, потому что есть и гороскопы, есть и статьи психологии, психологических разных состояниях, и я думаю, вам это будет интересно и полезно. Немаловажно, что на моем сайте нет рекламы, поэтому не мешает вот эти баннеры, не мешают, точнее, не выскакивают, можно спокойно почитать или о чем-то подумать. Есть ссылки и на видео тоже. Мы с вами узнаем, каковы же события на пороге июля месяца, главные события. Ну и, наверное, основная энергетика будет касаться двух вопросов. Что придет, что уйдет. В июне могла сложиться пауза по тем или иным вопросам, опять же, или темам. Спокойные энергии июня где-то могли заморозить решение каких-то вопросов. Ну вот давайте мы узнаем, что же придет в июле. Чем вам придется заниматься. А что уйдет? Имеется в виду, может быть, и какой-то вопрос, который вы начинаете и заканчиваете в течение июля. Вам удастся решить. И 3 главных события, 3 карты. Что нам расскажут? Карты Таро. У нас сегодня Таро ангелов, поддержки ангелов. И пусть нам расскажут. Итак, что же придет? Деньгами будете заниматься, своим продвижением или, может быть, решать финансовые какие-то вопросы. Но так или иначе, это не какой-то узкий момент, когда вот я сейчас решил вопрос, закрыл и успокоился. Нет, это у нас рыцарь земли или рыцарь пентаклей. Это марафонский забег лет на 10-20. Это именно стратегия на далекий период времени. Это когда мы уделяем внимание тому, что может быть продолжено. Как будто любые усилия, приложенные именно в июле месяце, должны сослужить хорошую службу. Вы, по крайней мере, будете большими реалистами, мои дорогие львы и львицы. Абсолютно без эмоций эта карта. И она говорит о том, что вы что-то рассчитываете. Прикидываете, может быть, или буквально математический расчет какой-то себе выкладываете, график какой-то составляете или работаете с какими-то графиками. Такое тоже может быть, потому что должен быть какой-то прогресс. Может быть вторичный доход, мои дорогие. Здесь у каждого, безусловно, по-своему. Когда тоже, вот откуда ко мне приходят деньги. Основной вопрос, наверное, что придет. Где-то этот вопрос будет в основной лейтмотив на весь июль месяц. Конечно, по этой карте могут быть еще вопросы, связанные с вашими детьми. Проплаты за обучение или устремлениями вашего ребенка, может быть, большого, достаточно подросшего, но есть какая-то, у него может быть задумка, и вы будете сопереживать, помогать ему. Но, видимо, в конечном итоге все равно какой-то будет денежный эквивалент присутствовать. Как будто лев не должен с чем-то просчитаться в июле месяце. Все, что стоит на пороге месяца июля, это задача организовать свою жизнь совершенно как-то по-новому. С большим прогрессом, с большей отдачей какой-то. Это то, что приходит. Что же уходит? Ну, вообще, это ваше солнце. Это не совсем уходит, но, видимо, какие-то вы свои наметки на будущее будете очень детально анализировать. Вы не захотите в чем-то ошибиться. Знаете, с учетом карты Солнца, кто-то из вас может либо работу поменять, либо как-то переориентироваться совершенно. Ведь карта Солнца – это не то, что уходит Солнце.
Я надеюсь, все правильно понимают. В этом аркане, и вообще у нас существует два аркана, которые показывают выбор правильного направления. Так вот, Солнце – это направление, которое мы можем уложить где-то в среднем в 6 месяцев, до конца года. А есть еще аркан Звезда. Он как раз про лет 10-20. Это далекие перспективы, это, по сути, ваши мечты, и это ваши цели, конкретика. Вот здесь, видимо, какая-то конкретика, вы будете определяться со стратегией, как минимум, на 10-20 лет. И, видимо, вы не раз пересмотрите какие-то свои планы. Или, если вы ищете работу, значит, это будет, возможно, не одно какое-то предложение, а несколько. Или, если вы даже, может быть, уже поменяли работу, или где-то происходит у вас сейчас какая-то трансформация в сфере вашей занятости. Все-таки по Солнцу это наши честолюбивые чаще планы. Значит, тоже вы что-то будете корректировать. И пусть это даже вы не меняете ничего, остаетесь на прежнем месте работы, для вас все понятно, очевидно, но вполне вероятно в вашей организации идут какие-то, реструктуризация, смена руководителя. Для вас какой-то удачный момент сделать карьеру, мои дорогие. Но, я вот повторюсь, поскольку в позиции что уходит? Да, какой-то вопрос вы сможете закрыть по работе, как будто больше ясности получить. Но вы на этом не успокоитесь, потому что вы будете, скорее всего, расценивать какую-то вашу стратегию, тактику именно на 6 месяцев, но не дальше. Вы можете предположить, у кого-то 2 сферы занятости пройдет, что одну я сохраняю, потому что у меня сейчас положение такое вынужденное, а вторую как раз это то, в чем я собираюсь добиться успеха. Ну вот по-разному, безусловно, но это касается вас очень где-то душевно. Это то, что для вас на начальный период июля вы себе ставите как задачу. Я должен что-то организовать, решить, с чем-то определиться, двигаться дальше. Лев настроен вполне серьезно. 3 важных события. Точно, по деньгам стратегия, тактика, причем такая: деньги на сохранение. Вот может быть у кого-то деньги в рост, у кого-то вообще ваша, может быть, вид занятости может быть связан конкретно как-то с деньгами. Ну, кто-то бухгалтером работает, и, может быть, вы возьмете больше работы на дом, или вы индивидуально работаете. Значит, здесь может быть такой посыл, что увеличить заработок нужно, и значит взять больше работы у кого-то конкретно. И тогда вам придется усидчиво, вот как эта девушка на сундучке придавила своим весом все свои сокровища и контролирует. Она нам не показана какой-то удрученно озабоченной, вовсе нет. Она спокойна. В принципе, нам говорят, спокойный период жизни. И 4 – это всегда карта уверенности. Это когда у нас все под контролем, когда мы не распыляем свою энергию попусту. И поэтому 3 главных события. Именно что-то сохранять после того, как вы с чем-то определились. Давайте мы с вами, мои дорогие львы и львицы, немножко раскроем эту карту. Вообще по этой карте никаких нет неожиданностей. Значит, если есть изменения, это то, что вы сами себе организовываете. Эти либо изменения, либо перемены, либо что-то как структуризация собственной жизни. Чем дело кончится? Вот по 4 Земли. Правильно делаете, потому что тут действительно нужно сохранять. У вас выпадает колесо фортуны, и тут могут быть в течение июля месяца, когда что-то придет в движение. Как мы говорим, закрутилось. И, может быть, те паузы, которые были прежде, здесь уже вовсе не паузы, а успевай поворачиваться, такое тоже может быть. Чего-то вы не можете отложить на потом. У кого-то как раз и произойдет. Вы, может быть, и поменяли какую-то работу или рассматривали какой-то вариант деятельности, а здесь может прийти новое предложение. Или вы сами для себя какую-то новую траекторию задумываете, и по карте колеса фортуны понимаете, что вам нужно действовать в моменте здесь и сейчас. Всегда по этой карте мы чего-то не можем отложить на потом. У кого-то в другой сфере жизни, может быть, и личная история. Или, мои дорогие, это старший аркан, обстоятельства, которые вокруг вас.
они тоже вас вынуждают быстро принимать решения, но при этом собой не рисковать. Все-таки в основе четверка Земли. Может быть и какие-то еще турбулентности, которые связаны, к примеру, меня смотрят люди из разных стран, и где-то действительно обстановка может быть таковой, что вам необходимо будет куда-то поехать, или, может быть, и переехать, или как-то переделать свои направления по части заработка денег именно из-за того, что что-то меняется вокруг, мои дорогие. Вам придется вот эту внешнюю обстановку, словом, учитывать, чем дело кончится. Оно тут не кончается. Тут какие-то перемены вас все же могут заново закрутить. И, видимо, вы уже на них реагируете совершенно спокойно. Потому что вы себе на июль, как мы уже сказали, поставили какую-то цель. Но корректировать эти цели придется в зависимости от внешних обстоятельств. Чем сердце успокоится? Не успокоится пока. Какая-то по Луне есть такой момент, что еще тысячи неопределенностей. Все-таки Луна это ведь когда мы видим очертания или какие-то предположения, наши проекты, безусловно, но еще это не осуществлено. И карта тоже нам добавляет и говорит: береги себя. По карте Луна мы можем где-то и оступиться, совершить ошибку. Это не есть что-то глобальное, но, мои дорогие львы и львицы, берегите себя рядом с колесом фортуны. Вы с чем-то не должны просчитаться. У кого-то, конечно, чем сердце успокоится, вы решите какую-то, к примеру, свой личный вопрос. Все-таки эмпатия идет по карте Луна, помощь близких или какая-то любовная история. Вот это со знаком плюс. Слушайте свою интуицию или больше понимания с вашим партнером. Кто-то из вас будет строить планы вместе с партнером, кстати, с учетом всех карт, когда вы вместе уже или с вашей семьей, если вы человек семейный, будете тоже что-то организовывать, как буквально место вашего проживания, или с учетом колеса фортуны. Может быть, у кого-то или переезда, или далеко, или поближе. Но вот это светило нам говорит, повторяюсь, чем сердце успокоится. С одной стороны, ведь нам четверка Земли показала, что все у вас под контролем. И есть какие-то приятные достаточно эмоции, но сказать, что это как мы что-то застолбили или решили навсегда, конечно, нет. Что-то будет меняться, будет больше конкретики. И карта Луна ведь нам тоже говорит, это сейчас такой период. Выглянет солнце, и что-то ты узнаешь еще. Тогда все станет по местам. Давайте совет. Хотя у вас два старших аркана. Здесь у каждого по-своему. И еще одна четверка пентаклей. По сути дела, это та же карта, карта жадины. Вот все сохранять. Будь то это отношения, будь то это ваши планы. Коррекцию мы уже, я не повторяю, мы проговорили. Самая главная цель, намерение, то, что вы поставили перед собой. Или в сфере занятости, вот те направления, которые вам будут интересны. Мы как будто с этими картами не инициируем сами перемены. Перемены вас находят. Поэтому вам придется учитывать обстоятельства или обстановку вокруг вас. Или, может быть, мои дорогие, это как известие от родственников, известие родственников вашего близкого человека, любимого человека. Или еще какие-то события, может быть, и ваши какие-то контакты, которые так или иначе влияют на ход событий в вашей жизни, как на какие-то новые возможности или, опять же, обстоятельства. Два старших аркана – Луна с колесом фортуны. У каждого может быть по-разному. Поэтому в основном на сохранение себя, на сохранение какой-то стабильной финансовой ситуации. Но по деньгам можно сделать для себя что-то очень важное. Второе событие – любовь, отношения, партнерские конкретно, эмпатия, безусловно, по этой карте идет. Или, знаете, для кого-то важное решение именно по части вашей пары. Либо вы, может быть, встречаетесь, карта не говорит конкретно, или это ваш супруг, супруга, но взаимопонимание и искренность, когда понимают люди друг друга без слов.
По этой карте вы готовы взять ответственность за кого-то. И человек вам отвечает взаимностью, готов взять ответственность за вас. И какие-то важные решения по части личной жизни, мои дорогие львы и львицы, будут. Безусловно, дуальная карта говорит о дипломатии, которая вам помогает решить практически любой вопрос. Может быть, у кого-то придется быть дипломатом для того, чтобы, ну, как-то свою стратегию, тактику на будущее проложить. Может быть, кто-то озадачится такой темой, когда вам придется совмещать ваши планы честолюбивые и семейную или личную жизнь, уделять внимание и тому, и другому. И придется как-то себя самого организовывать. Организация жизни, правда, у вас проходит. Чем дело кончится? Давайте, пусть нам карты раскроют. И здесь два момента, самое главное. Чем дело кончится? Это ваша задача, как будто, мои дорогие львы и львицы, на июль месяц. Первое. Решить финансовые проблемы, у кого есть финансовая брешь. И вы это вполне можете сделать. Нам с этого, в общем-то, весь прогноз начался. И второй момент. Не усиливать дистанцию конфликта. Не с кем-то не пытаться доказать что-то кому-то. Скорее, наоборот, уметь договориться, чтобы не было двух пунктов, то есть как бы две задачи. Это финансы, когда недостаток финансов, или второй момент – недостаток во взаимопонимании. Вот карта дуальности и все то, что мы говорили, это главное событие. Но уже как вы определите свою жизнь, тут у каждого индивидуально. Чем сердце успокоится? Радостью, мои дорогие, каким-то предложением, может быть, предложением руки и сердца. Или вы куда-то можете отправиться, или к вам человек может приехать. По этой карте подарки могут быть. Ну и, конечно, как и вдохновение, взаимопонимание, любовь, нежность, ласка. Всего, что прилагается, как и по карте двойка воды, так и рыцарь кубков. Давайте совет. Вот как видят, какую-то... Я вижу тут личная ситуация. Проговорить важные вопросы, чтобы не было недопонимания. Ну, вот здесь бутилики на подъем. Правда, либо вы поедете, либо к вам кто-то приедет. Могут быть какие-то новые перспективы, даже в уже сложившихся отношениях. С учетом двойки пентаклей, вы знаете, у кого-то семейный бизнес может быть. Или вы задумаете вместе с вашим партнером, с вашей второй половинкой, тоже какое-то дело личное, может быть, организовать, именно потому, что обстоятельства как-то вас подталкивают друг друга поддерживать. У кого-то и так будет. И тогда вы будете на одной волне. Какие-то, возможно, придется принимать совершенно нестандартные решения. Может быть, вам придется и изучать как будто что-то. У кого-то это может быть закон, как он работает в отношении вас в том или ином случае. У кого-то это будет как осуществить какой-то свой проект. Но опять же, карта дуальности. У вас многие вопросы будут решены через взаимоотношения с людьми, например, чтобы договориться и получить желаемое. Или конкретно ваша личная жизнь и любовная история. Вот здесь с чем-то вы больше как и понимание или какие-то новые возможности. Третье событие. Вот какой-то итог вы подведете. Шикарная карта, 21-й старший аркан, это карта мир. И здесь буквально мир, гармония, согласие, порядок в семье или в ваших отношениях. По этой карте мы получаем то, что мы заслужили. По сути, реализация. Реализация ваших планов, намерений, целей или большая конкретизация. Или получение денег каких-то, и вы тут тоже можете подвести уже своеобразный итог, стоит мне этим заниматься или нет. Праздник, мои дорогие, конкретно по этой карте идет. И важное решение. Вот, может быть, к концу июля месяца вы подведете итог, которым вы останетесь довольны. Когда гармония в душе, когда уверенность в завтрашнем дне надолго поселится в вашей душе. Это правда, что-то тут важное может быть. Чем дело кончится? Хотя чем кончится? Тут старший аркан говорит, действительно закончится. Но тем не менее, давайте на картах Таро. Чего это может быть касается? Какой сферы жизни? Еще один старший аркан.
Иерофант. И правда, тут что-то по судьбе. У кого-то личная жизнь определится. У кого-то ваши честолюбивые планы, если мы говорим про должности, или то, что вы себе намечали осуществить. Правда, реализация. Опять же, карта Иерофант – это когда мы готовы учиться. Может быть, и вы, мои дорогие львы, если вы, допустим, по виду, роду вашей занятости относитесь к преподавательскому составу, можно сделать высокую карьеру, добиться многого. У кого-то могут быть разговоры по части бракосочетания, венчания, с учетом двойки кубков. С чем-то вы тут тоже разбираетесь, наводите порядок в отношениях тоже. И здесь, конечно, у каждого по-своему. И даже если прежняя какая-то история, кто меня смотрит на сегодняшний момент, у нас еще пока июнь, вы, ну, не знаете, не понимаете, когда завершится, предположим, у вас есть суды. То есть прежняя история, она была со знаком минус. Но у вас все равно за июль что-то приводится к знаменателю благодаря приложенным вами усилиям. И само пространство вам помогает пройти вот тот путь судьбы, кармы, какую-то вашу миссию. Все же два старших аркана. Это если карта традиции и того, что нам, мы сказали, по судьбе. А 21-й старший аркан – это итог. Чем дело кончится? Действительно кончится. Вы некоторые вопросы, и я как минимум два вижу. Деньги и любовная или какая-то личная ваша история. Вот там будет наведено вами больше порядка. Но еще и какие-то обстоятельства, которые тоже могут вас подталкивать к решению. Чем сердце успокоится? У вас очень сильная позиция. Я уже больше карты даже не тяну. Потому что 3 старших аркана. Мало того, что итоговый. Карта Иерофант, как мы сказали, по судьбе. И карта сила. Мои дорогие девочки, как раз это вы можете быть очень привлекательной по этой карте. Это ваша сила. Именно женская сила. Больше об этом нам говорит карта. И это вы для кого-то можете быть очень привлекательной. Человек, может быть, хотеть с вами быть и инициировать какие-то отношения. Может быть, у кого-то, я этого не исключаю, новое знакомство будет по двойке кубков или двойке воды. Именно так, потому что вы что-то и не планировали, а судьба вас так может закрутить. Понятно, что это не ко всем относится. Мы ведь все разные. Но возможности определить что-то в своей личной жизни шикарное. Вот, наверное, тогда вот эта гармония, мир, покой, баланс души и восстанавливается, когда у вас две основные сферы жизни. Когда что-то идет по закону, как бы по традициям. Когда иерофант нищий не бывает, поэтому что-то действительно вы и по деньгам сумеете, как какую-то, если не широкую улицу для себя проложить на будущее, то какую-то тропинку точно определить по финансам. И карта сила. Если меня смотрят мужчины, может быть, есть женщина, с которой вы хотите быть вместе. Безусловно, эта карта еще нам говорит о том, что ты лев, держи эмоции на коротком поводке. Наша прекрасная дева на короткой цепочке держит льва. Лев – это прообраз именно эмоций наших. И они не должны вам помешать. Чем сердце успокоится? Успокоится, если вот этот баланс, мир, гармония, порядок будет, как и в вашей жизни. Ну и самое главное, наверное, то, что вы чувствуете. Прекрасные карты, по сути, это реализация. Но нам и прежде говорили, придется быть дипломатом, потому что на кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.